Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем здорово, ребят, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Барселону ФК-24. Мы, ребята, пока уверенно идем в турнирной таблице, мы также в Лиге Чемпионов неплохо выглядим. Ну и, как мы видим, на звание игрока месяца у нас из команды номинирован Нико Уильямс. Как мы можем видеть, мы смогли обойти Атлетико Мадрид в турнирной гонке и опережаем их сейчас на 1 очко. В прошлом туре они уступили, это было их 4-е поражение, но у нас пока что 1 поражение, но при этом 6 ничейных результатов. Забили мы одинаково, но пропустили чуть-чуть меньше, что тоже приятно. Атлетико Мадрид всего лишь в шаге от нас, а вот мадридский Реал аж на 11 очков отстает. И не знаю, смогут ли они приблизиться к нам или к Атлетико Мадрид. Сегодня серия стартует матчем с Атлетик Клаб из Бильбао. Это игра с командой с 5-й строчки. Вот так вот, казалось бы, да. У них 43 очка, у нас 63, а они на 5-м месте. Причем, что разделяют это место с Жироной. Также у нас сегодня ответная игра в Лиге Чемпионов 1/8. Там мы против Бенфики встречаемся. Ну и посмотрим, может быть, с Атлетико Мадрид сегодня тоже сыграем. Вы поддержите видосик своим лайком, напишите обязательно комментарий в поддержку. Также, если здесь впервые, то подписывайтесь на канал. На канале много интересных карьер за игрока, за команду. Каждый найдет для себя что-то интересное. Также, ребят, по ссылкам в закрепе залетайте в Телеграм, чтобы всегда быть в курсе новостей, анонсов, уведомлений, голосований. Там же ссылка на Twitch, где у нас проходят стримы, и ссылка на второй канал. Если вы интересуетесь прохождением игр, то вам как раз-таки туда. Канал называется Фандом Лига. Ну и давайте тогда начинать. Посмотрим на состав соперника. Они играют дома, они полны сил, ребята. Но вот 2 последних матча у них 2 поражения. Нико Уильямс сегодня встречается со своим братом. Ну и давайте тогда, ребят, начинать. Вот состав нашей команды. Сегодня тоже есть изменения, но я надеюсь, что получится выиграть и удержаться на первой строчке. Погнали. Я честно думал, что с Атлетико Мадрид мы будем биться в матче друг против друга, выясняя, кто же будет первым, кто вторым. Но вот так получилось, что они ошиблись. Допустили ошибку, ну а мы ей воспользовались, не оставив, так скажем, шансов. Но рано еще расслабляться, рано думать, что мы уже первые, потому как, ребята, матчей еще достаточно много. Уильямс, удар по воротам есть, и мяч пролетает мимо. Неплохо сместился, неплохо ударил и начинает потихонечку оправдывать номинанта на игрока месяца. Но на самом деле очень странно, потому как Роберт Левандовский, мне кажется, должен был быть там, так как в последних играх он забил действительно очень много. И снова Уильямс. Это Жао Феликс, а вот отсюда в дальний Феликс бьет, но не успел как следует мяч прижать. Пытаемся мы с разных ракурсов, так скажем, расстрелять ворота соперника. Фрэнки де Йонг пытался навязать борьбу. Арауха. И вот здесь спокойненько Гави встречает соперника. Ферран Торрес. Жао Феликс не смог проскочить. Ну и снова хозяева идут вперед. Арауха. Гави играет на Нико Уильямса. Немножко неточным получился пас. И снова Арауха. И снова здорово встретил Нико Уильямс. Жао Феликс. Классная передача на Гави. Гави набирает скорость. Скидка в центр. Ферран Торрес. И удар блокируют. Бальде сопровождает соперника. Бальде здорово отборолся, и пас на Нико Уильямса. И Уильямс набирает скорость. 30-я минута. Между двух Нико Уильямс проскакивает. Рядом Серж Роберту. Первым пасом в штрафную справились. Удар есть. Тер Штеген хорош. И посмотрите, как плотно действует соперник. Они сейчас выстроились. Гюндоган бьет по воротам, накрывают. Ну и, судя по всему, на этом, наверное, первый тайм сейчас будет закончен.
Давайте отыграемся с Тер Штегеном, дождемся свистка арбитра. И уже будем во втором тайме решать, что же нам делать. Начинаются вторые 45 минут. И вот как раз, ребята, сейчас мы понимаем, почему Атлетик Клаб из Бильбао находится на 5-м месте в турнирной таблице. Очень неплохо действует команда. Ферран Торрес не купился ни на один финт соперник. Гюндаган. И здесь передача не получилась. Но Уильямс легко оттесняет. Удар по воротам. И Тер Штеген. Великолепный сейф, ребята. Казалось, мяч уже залетает в ворота. Жао Феликс. Ферран Торрес. Я хотел на другой фланг перевести. Видел, там по флангу уже бежал партнер. Почему все сегодня у нас отскакивают от соперника так легко? Момент. Ну и конечно же, ребята, куда мяч может еще выскользнуть, кроме как не на ногу сопернику? Уильямс забивает в пустые ворота. Тер Штеген очень классно вышел. Но такие рикошеты фифе — это, в принципе, довольно частые происхождения. Я надеюсь, что у нас получится сейчас что-то поменять. Ферран Торрес. Ну же, забить! А вот и ответ, ребята. Один Уильямс отвечает другому. Это ничья 1-1. Мы возвращаемся в эту игру. Ну и здесь очень здорово разыграли. И Нико Уильямс шикарно пробивает в ближний. Еще один опасный момент. И снова выходит Тер Штеген. Снова мяч отскакивает. Но на сей раз повезло. Бальде. Передача на Нико Уильямса. Ферран Торрес. О, это Жао Феликс. Ферран Торрес у нас на правом фланге. Нико Уильямс. Нико Уильямс залетает в штрафную. Уильямс. Удар по воротам. Вратарь отбивает. Замена в составе соперника. У нас также 3 свежих игрока появляются. Это Бернардо Силва, это Ямаль и Роберт Левандовский. И остается чуть больше 10 минут. Роберт Левандовский. Но опасно Ямаля. И Ямаль полетел в штрафную. Ну же, забить! Ребята, вот это было красиво. Посмотрите, как Ямаль разобрался в моменте. Забивает Гави. Счет становится 2-1. Но это было великолепно. Роберт Левандовский и Ямаль разыграли вдвоем замечательную комбинацию. Ну и на завершающей стадии Гави не подвел. Ямаль разобрался красиво. Это 2-1. Ну и выходит Рокки вместо Нико Уильямса на оставшиеся 5 минут. Очень непростая победа пока что на данную минуту. Здорово. Левандовский. Далековато мяч отпускает. Но зато здесь здорово продавливает Лева. Скидка в центр. Рокки. И еще один гол. Если Левандовский не забивает, то, ребята, он раздает. Он выходит, оформляет 2 голевые передачи, а Рокки, выйдя на замену буквально первым своим касанием в этой встрече, поражает ворота Атлетик Клаб из Бильбао. Это 3-1. Концовка получается очень жаркой. Звучит финальный свисток. Победа 3-1. Концовку провели очень мощно. Замены, конечно, изменили ход этой встречи. Ну и 3 очка мы забираем в весьма непростой игре. У нас ответная игра, ребята, против Бенфики, поэтому, я думаю, можно сыграть этот матч на ярких моментах. Вот состав Бенфики на эту игру. Мы в прошлой серии 4-0 у них выиграли, ну а точнее в прошлый раз. И сейчас, я думаю, сыграем просто на ярких моментах. Давайте только атаки и посмотрим, кто окажется сильнее. Роберт Левандовский. Он забил уже 8 голов в Лиге Чемпионов. На данный момент он лучший бомбардир. У нас 17-я минута, мы подаем угловой, но, как мы видим, Бенфика уже ведет 1-0, 4-1 по сумме. Нико Уильямс. Сбивают Нико Уильямса. Ну, Ареф, что это? Ну, зачем? Зачем ты останавливаешь? А, он дает нам штрафной. Это интересно.
Передача в центр. Гави. Арауха. Канцелу. Передача в центр. Ну же, Субименди. И в итоге отбились футболисты Бенфики. У нас возможность для навеса. 32-я минута. Гави с мячом на левом фланге. Нико Уильямс. Дорожим сейчас. Дорожим футбольным снарядом. А вот здесь, к сожалению, я думал, что Лева побежит. У нас уже второй тайм. 53-я минута. Бернарду Силва. Передача на Левандовски. Тот расчехляет пушку, ребята. И забивает еще один. Вот чем мне нравится Лева, с таких позиций он действительно просто выстреливает. У нас угловой, 56-я минута. По-прежнему ничья 1-1. Давайте вот туда на Гави навесим. Нико Уильямс, подача. А что, офсайд был? Только у кого? Видимо, у Гави. 66-я минута, но тут-то, ребята, нужно забить. Гави, один пас хороший. Нико Уильямс. Не дали доиграть. Длинный навес. 67-я минута и навес на Уильямса вот туда. Там никакого офсайда. Нико Уильямс мяч принимает. Ямаль. Слабовато. Ну и по итогу эта ничья все равно приносит нам проход в следующий раунд, так как в первом матче мы выиграли 4-0. У нас сейчас игра против Мальорки, который находится в самом низу турнирной таблицы, поэтому этот матч мы тоже сыграем на ярких моментах, и после него мы отправимся на игру с Атлетико Мадрид. Вот составы команд, мы полны сил, и давайте тогда начинать. Но сегодня такие непростые игры. В первом матче так мне вообще понравилось то, что на волоске была игра, и вот просто концовка матча решила победу в нашу пользу. Надеюсь, что сейчас мы тоже сможем выиграть. У нас 9-я минута. Возможность для навеса, но здесь можно разыграть и на коротке, не навешивать. Нико Уильямс. Скидка в центр. Рафинья. Ворвался все-таки в штрафную, бьет по воротам. Вратарь накрывает. Ну а дальше Гюндоган немножко не успел. Длинный навес пошел в сторону Жао Феликса. Феликс мяч принимает, бьет. А здесь уже Нико Уильямс пытался добить. 44-я минута. Снова атака нашей команды. Здесь 3 в 4. На Феликса передача. Феликс. Рафинья. 53-я минута. Как мы видим, Мальорка ничего особо не создает. Но и мы пока забить не можем. Жао Феликс. Есть гол. 1-0. 53-я минута. 61-я минута. И снова мы идем в атаку. Но сегодня у нас хороший такой агрессивный составчик. Рафинья. Забить. Есть гол. 2-0. 2-0, ребята. Рафинья. Жао Феликс. Ну и еще один выход. 74-я минута. Мальорка смогла забить один гол. Сейчас Нико Уильямс идет в атаку. Вытаскивает голкипер. По-прежнему 2-1. И снова длинный забросик сейчас пошел на Рафинью. Как он поймал мяч, но не попал. В итоге, ребята, победа 2-1, но игра получилась такой довольно динамичной. Нас, друзья, по-прежнему разделяет всего лишь одно очко с Атлетико Мадрид, и у нас очное противостояние. Сейчас у нас есть шанс оторваться на 4 очка. У нас по забитым по-прежнему равенство. Мадридский Реал на 3 очка по забитым отстает, но отстает также на 11, как и в начале серии. Мы едем в гости к Атлетико Мадрид. Давайте посмотрим на их стартовый состав. Вот так вот он выглядит. Довольно узкая такая схема.
И есть одно поражение за последние 5 матчей. Есть небольшая усталость у некоторых игроков, но такая едва заметная. Ну а вот состав нашей команды на эту игру, мне кажется, довольно хороший сегодня выходит подбор футболистов. Ну и, ребята, поехали. Очень важная игра. Возможно, сейчас, именно в этом матче против Атлетико Мадрид может решаться чемпионство этого сезона. Понятное дело, что туров еще много, но, ребята, если команды не проигрывают, то только так можно решить, кто же окажется сильнее в концовке сезона. Это встреча между друг другом. Атлетико Мадрид принимает у себя дома Барселону. Игра с Атлетико всегда для нас получалась довольно непростой. Ну и давайте смотреть, что же будет сейчас. Рафинья, здорово, сразу же у Гризмана мяч отнимает. Нико Уильямс разгоняет атаку сейчас левым флангом. Уильямс. Нужно, чтобы кто-то помог. Можно сыграть в центр. Хорошая передача. Бернарду Силва. Попытался он здесь что-то придумать. Атлетико тоже заряжены. Играют дома. Они понимают, что всего лишь одно очко отставания — это ничто. Рафинья, классный пас. На Канцелу. Канцелу набирает скорость. Но Канцелу довольно легко здесь Лина догнал. Можно сыграть в центр. Субименди. Бьет по воротам. Ян Облак вступает в игру. 14-я минута. Рафинья, подача. Удар по воротам от Арауха или Кунде. Кунде это бил. Но, к сожалению, очень неточным получился удар. Субименди, здорово. И продавливает. Продавливает сейчас игрока Атлетико Мадрид. Субименди. Передача в центр. Ну а что дальше? Кому сделать передачу? Нико Уильямс. Его сбивают. Это не пенальти. Даже трибуны не вскрикнули. Но это только лишь первые 20 минут. Ошибка. Снова здорово. Роберт Левандовский. Тяжело пока ему добираться до мяча в таком матче. Против Лина. Лина один раз его вперед не пустил. Ну а здесь нарушение правил. Канцелу сбивает соперника. Пошла подача. И ошибается. Снова ошибается Тер Штеген на выходе. Не пошел он почему-то руками забирать этот мяч. Де Пауль выводит Атлетико Мадрид вперед. На 27-й минуте хозяева повели. Ну вот здесь я думал, что легкая добыча для Тер Штегена. Но он почему-то вообще не бежит на мяч. Смотрит где-то там из-под тишка, ворота пустые. 1-0. Новая атака Атлетико Мадрид. Казалось, что мяч выиграли. Гризман бьет в дальнюю 9. Попади сейчас. 2-0 отыграть было бы очень сложно. Хорошая передача на Рафинью. Рафинья полетел в штрафную. Ну а вот здесь, ну чуть точнее передача. Какая-то, знаете, вот после пропущенного игра какой-то хаотичной стала в исполнении нашей команды. Гризман, классная передача направо. Подача в штрафную, отбились. Ну и здесь вот мяч начинает сразу прыгать как-то неестественно. Еще одна подача. Скидка, удар. Мяч пролетает мимо. После забитого Атлетико, конечно, взбодрились. Ну а у нас парни наоборот перестали просто бежать. Есть еще пара минут в этом первом тайме. Бернарду Силва здорово разворачивается. Ну я не понимаю, почему вы сразу такими медлительными стали после того, как пропустили. Просто вот как будто поменяли команду. У нас начинаются вторые 45 минут. Атлетико забили гол на ошибке на выходе нашего вратаря. И после этого команда поплыла. Но мяч снова начинает выскакивать просто на соперника. Рафинья. И тоже. Вот как на моментах, на ярких моментах против Мальорки играла команда, там просто все проходило. А здесь, после пропущенного, как мешки, ребята. Отлично. Ну и снова, как ты долго разворачиваешься, Субименди. Скидка в центр, удар. Молодец, хотя бы здесь. Давайте Ферран Торрес вместо Рафиньи. Остается 20 минут. Подача.
Пас на Ника Уильямса шикарный. Уильямс, ну тут нужно решать. И Уильямс решает. 1-1. Бернарду Силва шикарную передачу выдает. Ну вот, ошибки. В таких матчах очень многое решают ошибки. И здесь ошиблась оборона Атлетика. Оставили они Ника Уильямса совершенно одного. Ну и он решает. 1-1 выход. Левандовский, здорово. Левандовский. Какой момент. А вот здесь Ника Уильямс немножко ошибся. На Феррана Торреса не прошла передача. Бернарду Силва не смог продавить. Удар есть. Снова Тер Штеген. 10 минут до конца. У нас выходит Фрэнки де Йонг. Выходит Гави. Ну как им мяч отскакивает? Как им отскакивает мяч? Ника Уильямс. Жау Феликс. Ну и Феликс побежал. Не вышло. Последние минуты этого матча. Арбитр добавляет 2 минутки. Ну и, ребят, вот она, встреча лидеров чемпионата Испании. Опасная передача. Арауха из-под ноги мяч вынимает. И все. Не хотелось бы, конечно, сейчас пропустить по занавес этого матча, но, тем не менее, ничья. Все пока остается без изменений. Мы по-прежнему на 1 очко впереди Атлетико Мадрид. Я надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите, ребят, максимально его лайками. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, залетайте в телегу, на Twitch и на второй канал с прохождениями. Все ссылки в закрепе. Ну а с вами был Локи. Еще увидимся. Всем спасибо и пока-пока.